Всем привет! Сегодня готовим кабачковые вафли без муки. Этот рецепт очень быстрый, очень простой, доступный всем. Получаются вафли красивые, румяные и очень вкусные. Для приготовления этих вафель нам понадобится молодой среднего размера цукини или желтый небольшой молодой кабачок. Кабачок нужно будет натереть на крупной терке и отжать всю лишнюю влагу. Всего по объему кабачка получается примерно 1 стакан. Если вот будете измерять стаканом, то плотно набитый стакан без жидкости, полный, это вот столько, сколько понадобится. Также понадобится небольшой кусочек сыра, у меня это желтый чеддер, я его натираю на крупной терке. Всего общий объем получается примерно 1/3 стакана. Отправляем его к цукини. Также понадобится небольшая луковица, я использую четверть на этот объем цукини. Лук можно либо натереть на терке, либо мелко порезать ножом. Сюда же я добавляю пол чайной ложки соли в общую массу и одно большое яйцо. Добавляем 1/3 стакана панировочных сухарей и всю эту смесь хорошо перемешиваем. В процессе перемешивания цукини и лук дадут немного жидкости, и она смешается с панировочными сухарями, и вся масса объединится и превратится в такое подобие теста. Включаем вафельницу и разогреваем ее на средней температуре. Вафельницу нужно обязательно смазать растительным маслом, поскольку в тесте у нас сыр и он может прилипать. Выкладываем в вафельницу наши будущие вафельки. Я использую примерно 2 столовые ложки на каждую вафельку. Эти вафли я большими никогда не делаю, потому что они очень хрупкие из-за наличия сыра и отсутствия муки, и их будет сложно снять, они могут развалиться. В моей вафельнице эти вафли выпекаются примерно 2 минуты, но время, конечно, будет зависеть от того, какой вафельницей вы пользуетесь. Эти вафли получаются хрупкие, поэтому их лучше снимать с помощью лопатки или вилочки. Даем им немного остыть, тогда у них более получается плотная текстура и можно подавать. Из этого количества теста получается у меня 7-8 вафелек. Эти вафли хороши и сами по себе со сметаной, и также их можно использовать как гарнир к любому мясу или к рыбе. Также, когда делаете тесто, в принципе, можно в тесто добавить любую зелень, которая есть по сезону, лучок или петрушку хорошо подходит сюда, можно укроп. Также можно добавить немного черного перца или специй по вкусу. По мере остывания эти вафли немного уплотняются и уже хорошо держат форму. У меня на канале уже достаточно большая подборка вафель есть. Есть разные вафли, и яблочные, на минералке, и имбирные, и творожные, и воздушные, и дрожжевые. Все ссылочки на вафли я поставлю в описании под видео, а также вы можете их найти в разделе «Вафли» на моем канале. Если вы готовите по моим рецептам и хотите поделиться фотографиями, то у меня для этого есть группа в телеграм-канале. Она называется так же, как и канал «Кушать подано». Я надеюсь, что вам понравился этот рецепт и, может быть, он станет одним из ваших любимых. Подписывайтесь на мой канал и до встречи в новых видео.